Так, значит, сегодня 20 марта, и я первый раз без перчаток еду. Большое дело, реально тепло. Всем привет! Такой прикольный пейзаж, там фон точнее. А на улице просто какая-то прекрасная погода. Я сейчас собралась в зал, а потом хочу где-нибудь сесть и поговорить с вами, вот, немножечко о себе рассказать. Так вот, на таком тренажере я люблю начинать свою тренировку, потому что он, мне кажется, на коленях, к ногам более такой щадящий режим для разминки. От 3 минут где-то, ну сколько захочу дальше. Теперь иду разминаться. Растяжка требует, у меня требует опоры. Ягодичные мышцы Так, для разминки хватит. Люблю так разминаться, не знаю, перед подходами. Потому что я чувствую, что мои мышцы хотят растягиваться. Еще я люблю делать параллельно там, упражнения на, там, не знаю, на ягодичные мышцы, на пресс. Ну, короче, вот так. Этот тренажер для ног мне больше нравится, чем тот жим лежа. Различные жимы ногами я обычно делаю широкой постановкой ног и узко, то есть прям вместе их. Это на разные мышцы ягодиц. Первый подход всегда разминочный, поэтому очень мало весов беру и так, просто разминка, чтобы мышцы привыкли и разогрелись. Это упражнение новое для меня, я его недавно для себя открыла. Оно очень хорошо прорабатывает боковые мышцы пресса. Супер.
Ну вот и все. Я закончила свою тренировку, решила сильно не убиваться, но и так я больше часа, наверное, позанималась с вами. Так, кстати, заканчиваю свою тренировку как бы заминкой, тоже тянусь, мышцы туда-сюда и все. Такие прикольные манекены в Pull&Bear. И вот это тоже круто. Супер. Музыка чудесная. Французский вайб. Жалко, у меня мелочи нет. Точнее, вообще монеток нет. Делала целую проверку шума, ветра. Не мешает ли записывать? Надеюсь, нет. Освещение хорошее. Солнышко не слепит. Думала тепло, а все-таки прохладно. Хорошо, что взяла свой ободочек. И сейчас еще шарфиком прикроюсь. Прямо что-то сильный ветер задул. Теплый, ну такой, как бы весенний, не летний. Все настраиваю. Прихорашиваюсь. Главное тепло вообще. Ну и красиво, чтобы тоже было так. Легчишка. Обычно я с руки снимаю, тут, интересно, меня все видно? Ой, завалилась. Так, я думаю, что это уже последняя проверка, потому что я уже устала. Так, я думаю, мы можем начать. И солнышко вышло, и ветер пока кончился. Так, я надеюсь, я в кадре. Переживаю, чтобы зря не наговорить, а потом перезаписывать. С чего начать? С того, что я сейчас позанималась в зале. И, конечно, лучше утром ходить, если что-то записывать, да, чтобы там люди не мешали, все такое. Ходят, мешают, занимаются. Но в этот раз у меня получилось не обращать внимания и погрузиться в свои съемочные процессы. Не занималась просто 8 или 9 дней уже, потому что я очень... Так, я хоть записываю? Да, все четко записываю. Так, 9 дней, значит, не занималась, потому что я погрузилась в процесс монтажа своих влогов. Накопилась вот вся наша жизнь в Лодзе, и переезд в Лодзь, да, и потом уже жизнь здесь, в Варшаве. И тут у меня дошли руки, и, я не знаю, энергия, ресурс, видимо, отдохнула после амазоновской этой работы, почти каторжной, ночных смен. И у меня появился снова энтузиазм, желание, стремление вот прям сделать все, что у меня есть, накопилось материала с нашей жизни за эти полгода. И все, вот я закончила на той неделе прям нон-стопом, в день просто как работа, по часов по 6, практически можно сказать, что я и занималась монтажом. Так что теперь у меня есть время. Теперь я снова возвращаюсь к жизни зала. И плюс еще работа утром. Я на велосипеде туда-обратно езжу. И между этими торговыми центрами езжу. Так что у меня тоже силы отбираются. Обратите внимание, вот эти штуки уже лежат, не знаю, 2-ю или 3-ю неделю. Классно на улице. Очень удобно. Что-то там пишет. Он обычно здесь каждый день, ну практически каждый день бывает. И когда на велосипедах приезжаешь, что-то кричит. По-моему, он убирается там около памятника. Ну и вот снова минус. -1 ощущается как -4. Кстати, вот таких штук, чтобы вот так ногу ставить, тормозить, очень мало здесь. А во Вроцлаве было много. Я помню, прям чуть ли не на каждом. Просто решили оставить землю. Неплохо. Ну, такая работа, что сказать. Интересный такой моментик, что вот я еду, смотрю, что флаг порвался, да, вот так. И потом думаю, когда же его починят, заменят. И на следующий день новенький висит. Круто. Еду на работу, 7 утра почти. Вон там какие цветочки красивые.
остановиться. Ой, а то не вылечу. Все, это точно уже весна наступает. Боже, как хорошо, что у меня теперь есть пылесос, посмотри. Пожалуйста. Понедельник, день не самый легкий. Смотрите, как прикольно детишек ведут. Они все в жилетках. Очень круто. Вообще-то тут двое должны быть стоять. Но как можно догадаться по предыдущем видео, что это и есть моя такая подработка в 2 торговых центрах мыть машинки. Хочу отметить, что по польским меркам вот, платят мне это за эту работу нормально. Как будто бы я специально записываю это видео, чтобы обратиться к родителям, кто берет эти машинки для своих детишек. Чуть-чуть можно поменьше туда сорить. Вчера обратила на это внимание, тут, про депрессию, про то, что это нормально, что она закончится, о помощи и обязательно обращаться. Старенькая уже, выглядит уже как-то психоделически. Кстати, еще хотела сказать, что я тут несколько часов провела в YouTube-студии и сделала там субтитры на английском, на польском. Я как-то думала, что они автоматически для всех видео есть, хотя это есть, но вот чтобы были прям ссылочки, да, на эти языки. Так что и польский, и английский. Добро пожаловать. Вот хочу показать, что ГЕС – это модель на фоне украинского флага. Поддерживает Украину. Это круто. Но вот сейчас чувствую полегче себя, побольше у меня ресурса, энергии. И у меня появилось желание. Просто я смотрела свои влоги, да, и поняла, что я как бы в них не раскрываюсь вообще. То есть я просто показываю, там, не знаю, города, что мы, где мы делаем. Ну, так все типа как наблюдатель со стороны, да, все внешнюю сторону. Я поняла, что вот, что я не раскрываюсь, и все, кто смотрят мои влоги, да, они, ну, ничего обо мне не знают, кроме где мы, что мы делали и вообще, да, и все. И тут я чувствую, что я уже хочу, да, говорить, кто я такая, не знаю, и чем я вообще занимаюсь, что мне интересно, в чем я хочу себя реализовывать. И одна из тем — это такая, я не знаю, проработка детских травм, то есть направление психологии. Что можно сказать, что я уже на данный момент прочитала очень много книг по психологии, и я на своем пути, у меня такой неслабый опыт жизненный и своего детства, своих травм, своих испытаний жизненных, которые мне очень пришлось тяжело проходить. Но я их прошла, и на данный момент тоже какие-то прохожу испытания. Ну вот, я хотела поделиться этим, да, что у меня есть желание и потенциал, как бы я помогаю себе, да, я начинаю там своим, не знаю, родственникам, родным, тоже у меня появляется стремление им помогать, да, поддерживать их, своими знаниями делиться. Все ради чего? Чтобы улучшать, повышать качество жизни. Вот. Потому что я думаю, что это очень важно, чтобы как бы не выживать, да, не существовать, а именно жить полноценно, по возможности, да, радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Также уметь справляться с тяжелыми ситуациями, потому что жизнь — это не всегда, вообще далеко не всегда про кайф и про счастье, ну, как бы про позитив, можно так сказать. Жизнь — это все. Это и позитивные моменты, и негативные, то есть сложные, да, легкие, сложные, и это нормально. Такова жизнь. Очень важно уметь именно справляться со сложностями, да, с испытаниями жизненными и не унывать. Я считаю, что это очень важно в жизни, поэтому я этим сама занимаюсь, с собой занимаюсь, с психологом своим занимаюсь. Я уже чувствую, что во мне есть этот ресурс, знания, опыт, дикое просто стремление делиться этим как раз с людьми, давать это людям и помогать им. Вот. И поэтому я хочу вот больше затрагивать таких внутренних, да, сторон себя, раскрывать их, показывать и... Может, кто-то уже будет в комментариях писать. Да, кстати, такой моментик, что мне нужно уже в привычку себе прививать
приглашать вас в мой инстаграм, да, у меня ссылочки тут есть в описании и в закрепленном комментарии моем. Также ставить лайки, комментарии, что там еще есть, подписываться, потому что комментарии — это ваша обратная связь, это всегда приятно, как положительные, как отрицательные, не знаю. То есть все интересно, все важно, и я всегда благодарна за такое, это здорово. Вот. Я не писала просто какого-то там заготовленного текста, я решила просто вот, да, каким-то наполниться энергией, да, там вот после зала, хорошая погода, и у меня, я чувствую, такой есть заряд, и я хотела вот на таком вайбе именно поговорить вот о таком. Конечно, будет круто, если какие-то вопросики будете задавать, да, тогда мне будет удобнее, да, как-то понимать, о чем говорить. Вот, кого я заинтересую, да, этой темой. Так что я думаю, что я здесь закончу. Как-то уже не знаю, что сказать. Спасибо всем, кто послушал. Я желаю вам хорошего дня. Так что приглашаю вас смотреть мои влоги, ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал, помогать мне развиваться, да, моему каналу. Забыла отметить, что я прямо вот напротив Дворца культуры и науки записывала. Боже, такой ветер просто нереальный. Наверное, несется к нам весна и лето. Так классно звучит. Представляю, что я во Франции, в прекрасном Париже. Варшава центральная, вокзал, Мариот. Кстати, вот я там, видимо, где-то занимаюсь, вон там, поэтому на танцах и вижу этот вид. Этот вид вижу. Пользуясь удобной возможностью с велосипеда, благодарю вас за просмотр этого влога, видео. Это для меня такой, я скажу, новый формат. Планирую больше делиться какими-то своими мыслями, новыми идеями, не знаю, планами. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Пока!